Я приветствую вас, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз на 10 дней, на декаду. Узнай будущее. К чему все идет? Давайте заглянем в будущее с 1 по 10 февраля. Что будет меняться с первых дней месяца? Останемся реалистами, любой прогноз, расклад не передаст о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы для себя получите. Ведь когда мы смотрим общие даже расклады, каждый из нас думает о своем. И как вы переложите вашу составляющую жизни или то, что вас волнует, беспокоит, чем вы сейчас активно занимаетесь, на ту метафору карт, которая нам выпадет, от этого будут зависеть подсказки тоже. И в самом начале месяца, точнее с конца января, планета Уран переходит в прямое движение. И этот период означает, что мы можем узнать неожиданные новости, могут открыться какие-то подробности, правда, или сам период может напоминать метаморфозы. И эти 10 дней, хоть и небольшой период, но тем не менее мы действительно подводим какие-то итоги и можем прочувствовать момент перехода, когда прошлое уже завершилось, а будущее еще пока не отстроилось. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. 4 карты на колоде Ленорман мы достанем, не задавая вопросов. Как карты видят развитие событий или эмоциональный фон, иногда они тоже рассказывают, с чем это связано. Итак, будущее для вас, мои дорогие девы, с чем это будет действительно связано? Или в какой сфере жизни будут развиваться события наиболее активно в эти 10 дней? Достанем, дополним из колоды Таро, которую прорисовал Чиро Маркетти. Мне очень нравится эта колода красочная. И первая карта у нас будет неожиданность. Пусть это будут приятные сюрпризы, но тем не менее. Неожиданность, если таковая есть. А вторую карту мы достанем. Назовем ее как колесо фортуны. В чем ваша фортуна? Или в чем вам повезет? Или что получится осуществить? Что вы исполните, может быть? По основным сферам жизни. Ваши достижения, дела, работа, бизнес. У кого-то учеба, у кого-то документы. Энергия денег. Любовь и личная жизнь. И достанем карту «Совет». Откроем ее в самом конце. Ух ты, очень удачный период. Карта рыбы – всячески благоприятная карта. Безусловно. У нас тут еще бубны, и поэтому деньги. Конкретно деньги и конкретно ваше благополучие и, возможно, куда-то поездка. Или переезд, который вы планируете. Здесь перемены, потому что на карте, я надеюсь, это видно хорошо, на заднем плане изображен корабль. Один из символов Меркурия. И это исполнение желаний и, правда, перемены, причем добрые перемены какие-то. Здесь могут быть вопросы в личной жизни, но тогда что-то с плюсом для вас проясняется. Или когда приходят деньги, может быть, вы ждали этих денег. Здесь как хороший улов, да, будем говорить, проделанная работа и результат. Вот это тоже момент. Но карта говорит о том, что эти 10 дней будут для вас более чем благополучными или продуктивными. Давайте откроем следующую. И карта крест – это вам словно по судьбе. Да, мы можем выбирать новое направление, например, или для себя что-то такое базовое, основополагающее решать. По этой карте иногда проходит как по судьбе, может быть, знакомство, такое тоже может быть. Мы сейчас раскроем остальные карты. Или вы решаете какой-то наболевший вопрос, или вы уже точно будете видеть, что вот именно это дело или какая-то тема в каком направлении будет развиваться. Хотя я допускаю, на чем-то вы можете поставить и крест тоже. Но правда, жизненный этап, все то, что я говорила до карт, вы как раз можете активно почувствовать. Потому что планета Уран остается еще в знаке зодиака Телец. И все знаки стихии Земли, это и сам Телец, это и вы, Девы, это еще и Козерог, можете чувствовать как раз переход Урана наиболее активно или остро. Потому что было ретро-движение в знаке Телец. И тоже у нас были на повестке дня либо вопросы недвижимости, поездок,
переездов, или вот где мы будем пребывать, проживать, находиться, или вопросы денег, и где-то откуда же к нам приходят деньги, работа или какое-то ваше творчество. То есть вот основная тематика. И здесь, когда уже Уран у нас в прямом движении, события могут ускоряться. У каждого какая-то своя концепция. Давайте откроем следующую карту. Ленорман. Ваша сильная позиция. Ну, правда, 10-дневный период для вас, он, знаете, стабилизирует какую-то обстановку вокруг вас. Вы сами будете более уверены. Где-то, может быть, вам захочется и отдохнуть, кстати. Мы дома находимся. Башня в колоде Ленорман– это карта уверенности, это сильная позиция. Это не та башня, которая в колоде Таро, не путайте. Поэтому вы можете улучшать быт свой, буквально делать жилье более комфортным или решать по поводу недвижимости. И тогда я могу предположить, вот в каком контексте вы хотите решить. Какой-то прогресс у вас явно будет. Но вообще это может быть еще и какой-то человек, может быть, высокая инстанция иногда, договоренности какие-то с важным человеком, ключевым партнером, но тогда и переговоры пройдут со знаком плюс. Вы чем-то остаетесь довольны. Более того, больше уверенности или, как знаете, вот наш якорь. Может быть, были какие-то сомнения. Вот здесь в эти 10 дней, я так предполагаю, у вас многие вещи, ну, как либо прояснятся, либо все постепенно встает на свои места. И каковы бы ни были ваши планы, намерения, даже если это будет касаться каких-то важных согласований, подписаний документов, что проигрывается тоже по карте башня, у вас даже, я бы сказала, планомерно, может быть, без какой-то синкопы, без торопливости, вот размеренный ход жизни, когда у вас получается больше со знаком плюс, нежели пустого ожидания или каких-то ненужных моментов в плане самокопания или какого-то сложного выбора. Вот нет, очень положительный период. И словно высшие силы вам помогают. Итоги вы точно подводите. Тем не менее, карта коса, у нас опять же бубны, это соответствует, поэтому в колоде Ленорман, это оракул Ленорман, здесь денег нет. Иногда эта карта говорит о том, что к нам скоро придет какая-то сумма или ваш гонорар о проделанной работе. Да, если мы говорим, приложили какой-то труд, усилия, вот теперь сбор урожая происходит. И если вы переживали, что где-то сумма задерживается, поверьте, в эти 10 дней вы уже будете с деньгами. Но есть еще и подведение итогов и построение планов на будущее. Все же урожай мы собрали, теперь что дальше думаем, да? И хоть и всячески положительная карта на подведение итогов, однако итоги у каждого могут быть разные. Или назовем это выводы. А коса у нас всегда острая. Острие призывает нас быть внимательным, чтобы не пораниться. Поэтому, смотря в какой концепции лежит ваш какой-то вопрос. Итог, правда, вы чем-то останетесь довольны, но самоуверенным или самонадеянным. А часто так и бывает, когда у нас все складывается достаточно неплохо, мы где-то теряем бдительность. Вот вам бдительность, мои дорогие девы, терять нельзя. Чтобы не пораниться, буквально предупреждает нас все-таки этот аркан. Да, у тебя сейчас более такой надежно, уверенно продуктивный период. И тем не менее, чтобы, ну, правильно, допустим, какие-то переговоры провести или с кем-то не вступить в конфронтацию, да, всегда острие где-то говорит о конфликте. Вот это тоже можно принять во внимание. Но, повторюсь, для кого-то из вас это будет та база, от которой вы можете отталкиваться. Вот в 10 дней вы, возможно, пересмотрите многие свои позиции. И если мы о деньгах по аркану коса, вы продумываете, откуда вы будете получать деньги, или каким образом, может быть, они к вам придут, какие-то системы взаиморасчета или дополнительный доход. Вот будьте внимательны. Мы можем немножко переложить на такую концепцию, где заработать деньги. Так я хочу тогда сказать, никакой авантюры, никакого риска. Иначе что-то тогда будет совсем не по вашему плану. Или, в принципе, по Плутону, будем говорить, который в знаке зодиака Водолей, играть в азартные игры не очень хорошо. Можно все проиграть.
Неожиданности. Ну, я надеюсь, это не для всех, но кому-то важно услышать. Иногда мне потому что пишут, и я вижу, ну, есть люди, которые играют в лотерею, и мои расклады, они ни разу не про какую лотерею, потому что я сама практик, и точно я и не приветствую. Ну, и у каждого свой выбор, это его выбор, я его уважаю, но тогда будьте очень аккуратны. Паж жезлов — это ваши новые идеи, новый путь и решимость что-то как сначала начать. Причем сначала это не есть повторение пройденного, а это именно, может быть, это и привычно где-то вам, но теперь в других энергиях совершенно. Вам придется что-то, возможно, изучать или учитывать какие-то новости или обстановку вокруг вас. По этой карте может у кого-то проиграться как сведения о ваших детях. Или дети вам какую-то информацию принесут, неожиданность будет от них. Но для большинства я вижу, это ваше решение или решимость и какие-то первые действия, потому что это как врата открылись или какая-то возможность приходит, причем возможность, которая для вас с элементом новизны. В чем же ваша фортуна? Давайте узнаем. В подписании важных документов, каких-то важных соглашениях, в партнерских отношениях или установлении таковых, в правильных согласованиях в высоких инстанциях, в поиске информации, как что-то сделать по закону, в консультациях с юристами, адвокатами или, опять же, пусть это будут какие-то важные ваши задумки, но это нужно заручиться чьей-то поддержкой, предположим, да, предположим, этот человек занимает какой-то высокий пост. Тут, в принципе, с людьми, которые где-то либо обладают большими полномочиями, чем вы, или стоят на ступени иерархии выше, чем вы, благоприятный период. Самое время как раз к чиновникам обращаться или к руководителям обращаться, ключевым партнерам обращаться или проводить какие-то согласования. Ну и, в принципе, в вашей рациональности это тоже ваша фортуна. Иногда проходят по этой карте люди в форме, много очень составляющих по королю мечей. Форма бывает разная, и врачи тоже форма, поэтому здесь, значит, прояснить для себя ваше состояние здоровья. Если что-то беспокоило, то лучше не додумывать. Поверьте, только доктор может оценить объективно ваше самочувствие. И поэтому, может быть, пройти обследование или какие-то еще мероприятия, процедуры, может быть, рутинное обследование. Для кого-то это могут быть важные согласования, может быть, и в налоговых органах. То есть, ну, самые разные, у кого-то таможня. То есть везде, где присутствует где-то рациональность или тот человек, который, или люди, которые отвечают за свои слова, отвечают за свои действия. Они поступают четко. Они работают где-то либо по приказу, либо по какому-то четкому регламенту, правилам, регулировкам. Вот в этом во всем ваша фортуна. Было бы желание, и вы все можете согласовать. Дела, работа, бизнес или ваши достижения. А ведь и правда, все то, что я сказала, у вас выпадает паж мечей, по сути, два пажа, и у вас получится оформить какой-то документ или договориться с кем-то. Кстати, по пажу мечей ваша сила может быть как подсказка, с учетом того, что выпал как фортуна король мечей. Это как новое направление. По пажу мечей мы понимаем, что чем-то мы занимались до этого времени, ну, или ошибку какую-то совершили. Мы вот приходим к выводу, мы здесь более честны с самими собой. И здесь самое время такую некоторую рокировку или пересмотр наших планов. Точнее, планы могут оставаться, а вот действия, я бы сказала, коррекции действий ваших, какой-то вашей собственной политики, которая касается, э, как вы намерены дальше осуществлять либо какой-то проект, либо как себя позиционировать вообще с людьми, либо что вы готовы продолжать. И по пажу мечей мы ведь можем от чего-то и отказаться. Но я сказала, выбор правильного направления, потому что мы видим беспристрастно какую-то ситуацию. И если это необходимо сделать, мои дорогие девы, вам это сделать будет достаточно легко. Потому что беспристрастный взгляд на вещи. Но для кого-то может проиграться так действительно два пажа. Может быть известие от ваших детей. И тогда от вас какая-то, может быть, активность потребуется или участие.
Но кто-то из вас может и задуматься о переезде, кстати, потому что приходит какая-то однозначная информация. С одной стороны, она вам откроет словно какую-то дорогу, вот может быть такое, или новое совершенно направление, что-то вас может заинтересовать, и вы как раз задумаетесь о том, что либо куда-то отправиться, либо сменить работу, либо строить карьеру, кстати. Здесь могут быть предложения, у вас выпадает в чем фортуна, да? Король мечей может означать вашего руководителя, который буквально вам предложит либо новую должность, либо, может быть, и подработку. Я такое тоже допускаю. Но тогда я могу даже спрогнозировать, что начнется с подработки, а потом для вас откроют вообще какие-то другие перспективы. Прекрасное время для того, чтобы как раз и общаться или даже пересмотреть где-то свой социум и больше добавить тех людей, которые влиятельны в свое окружение, или те, которые более успешны или стоят более высоко по лестнице иерархии. Вам это каким-то образом во благо. Что же по деньгам? Ну, правда, кто-то получит платеж, получит деньги. Деньги есть, деньги будут, но для кого-то эти деньги на переезд, иногда и так. Для кого-то из вас аркан мира– это у нас вселенная, пространство, эфир, интернет, работа в интернет. Кто-то может через поиск вторичного дохода или заработка рассматривать как раз обучение, кстати, или новые технологии, или искусственный интеллект, цифровые какие-то иные технологии, изучение языков. Вот это может где-то совпасть, потому что в последующем вам это принесет деньги. Причем такие деньги, которые будут значительно больше, чем те, которые вы имеете теперь. И вы где-то этот момент, кому это интересно и актуально, вы можете прочувствовать очень остро. Опять же, уран. Перед вами, знаете, ломает с одной стороны какой-то шаблон, а с другой стороны, это во благо, потому что не будет продолжено то, что из нуля в рогожечку. Вот. Вы будете нацелены на результат. И у вас как минимум два результата будут в эти 10 дней. У кого-то это будет в деньгах, но у кого-то это будет еще и касаться не просто денег, вот как сумма, которую мы заработали, да, это то, что у нас по аркану коса в карте Ленорман. А это то, что вы будете продолжать и в последующем для вас будет служить источником дохода. И это будет связано тоже где-то с переменами. Но деньги есть, деньги будут. Вот на эти 10 дней, то это точно. Как будто без проблем. Более того, здесь даже нам как будто карта подсказывает, вам сейчас самое время расширять свои возможности, расширять свои контакты, где-то знакомиться, ну и менять, может быть, где-то свой социум. Стать популярными, мои дорогие, не случайно лавровый венок. Заявить, может быть, о себе в интернет. Или подумать о том, чтобы начать какие-то публикации, может быть, посредством интернет, или завести свой сайт. Вот что-то такое продумайте, потому что сами по себе соцсети, к примеру, ну, будьте аккуратны, безусловно, но здесь каким-то образом вам тоже могут помочь в вашем продвижении и заработках. Может быть, кто-то создаст интернет-магазин. Вот правда, и шестерка мечей, все то, что я сейчас говорила, она как раз про это. Потому что, посмотрите, мечи– это всегда большой рационализм. Но по части изучения языков или изучения новых цифровых технологий, может быть, языки программирования кто-то будет учить, кто-то уже учит, приступил, кто-то может осваивать компьютеры, неважно какой возраст. Но это все то, что где-то через эфир, интернет, вот это для вас будет проигрываться как, ну, считайте, как дорога, может быть, в будущее или какие-то очень полезные варианты сотрудничества, для кого-то продуктивный, может быть, бизнес, вот самые разные направления. Это карта заслуженного успеха. Она не совсем о любви. Она может, конечно, говорить о том, что вы собираетесь, допустим, переехать или поехать. Может быть, у кого-то встреча намечается, если вы с вашим любимым человеком на расстоянии, то здесь вы будете детализировать эту поездку или буквально готовиться и узнавать, какие документы, или собирать, может быть, документы. Это тоже не так быстро. Поэтому вот такого рода приготовления могут идти. Но для кого-то это будет проигрываться, как я должен работать из любой точки мира. И вы как раз и будете рассматривать какую-то работу на дому, чтобы быть независимым. Но это карта мужества,
Поэтому мы как будто идем вперед. Но придется учесть, мы исследуем непознанную землю без карты, поэтому куда-то и не торопиться. Или, словно, пусть такая ситуация, когда обстоятельства вас подгоняют, но тогда быть предельно внимательным, словно фиксировать все то, что происходит вокруг вас и что говорят люди. Вам это каким-то образом тоже может помочь. Успех он как будто будет, но это не в пределах 10 дней, я бы сказала, даже не в пределах февраля. Это какой-то последующий период. Это ваши, может быть, как по судьбе, открываются только возможности. Тут самое главное отчалить от этого прежнего старого берега, где уже ничто не держит. Но вообще вам отсюда только вперед. Действительно, тут сама судьба вами руководит. А вот смотрите, это в карте совет. И всегда рыцарь кубков обещает нам хорошее настроение, воодушевление, вдохновение или какие-то комплименты, предложения. Сам по себе эмоциональный период очень приятный, вот этих 10 дней. Вам понравится, мои дорогие девы. И вообще добрые энергии, которые направлены в отношении вас. И если как карту совет, да, не говорит эта карта о каком-то длительном, таком восторженном периоде. Она, наоборот, говорит: умей радоваться моменту или какому-то вдохновляющему периоду, потому что жизнь наша не бывает полностью предсказуема. Но именно эти 10 дней, они для вас благополучны. Может быть, позвольте себе отдых. Или вот как по королю мечей я говорила, если какой-то предыдущий период был связан с вашей большой занятостью, и вы откладывали себя все время на потом, а что-то вас беспокоит, самое время сходить к врачу. Вот уделить внимание самим себе или, может быть, личной жизни. Для кого-то из вас это может быть знакомство. Но тогда карта тоже говорит: ты не беги впереди паровоза. Неизвестно, для чего пришел человек в твою жизнь. Может быть, он и по судьбе. Но эта судьба, это не значит, что мы завтра идем под венец. Это может быть человек, который будет вам хорошим другом. Или, по крайней мере, в эти 10 дней перед вами все равно задача, как и не отказаться, не быть где-то прагматиком, а добавить приятных эмоций, эмпатии и позволить себе отдохнуть, позволить себя не пришпоривать, самое главное. Вот такие энергии призывают вас быть милосерднее в первую очередь к самим себе. Но какие-то приятности спешат на ваш порог. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.